Сегодня 25 июля 2026 года, и всех приветствую из прекрасного солнечного города Одесса. Привет, привет! Солнце вышло, становится в Одессе жарко, хоть что-то радует. Кто забронировал билеты и жилье в Одессе, вам сейчас повезет. Кто раньше бронировал, тем не повезло, были дожди и обстрелы. Ну, а сейчас, кто приедет, дождей уже нету, погода хорошая, но обстрелы, конечно же, остаются, но зато с погодой хоть повезло. Люди спешат по своим делам. Здесь недалеко вокзал, привокзальная площадь, поэтому в Старосельном сквере многие люди проводят свое время, пока ждут поезда, автобусы, маршрутки, чтобы доехать в другой город. Или отдыхают в этом сквере, чтобы отдохнуть после дороги. Сейчас в районе ЖД вокзала больше людей, чем в другие сезоны года, потому что, конечно же, лето, и несмотря ни на что, люди, как я говорю, устали бояться и все равно едут на море, едут на отдых. Очень много людей с чемоданами, понятно, многие из них одесситы, которые возвращаются из других городов или других стран, но, тем не менее, я вижу по пляжам, я слышу по разговорам, что многие люди, несмотря ни на что, все равно приезжают на отдых. Тем более сказали, что в Украину йде спека, и каждый хочет хоть немного позагорать у моря и оздоровиться. Понимали, начала снимать видео, сейчас тревога, и приходится бежать в укрытие, потому что угроза ракет для города. Слышите, он уже воет. И так все время. Вой тревоги, это значит, можно продолжить. Вот, собственно, так мы и живем уже который день, месяц и вообще год. Ну, не будем о грустном, хочу поговорить о другом. Мне хочется сказать каждому из вас, пожалуйста, люди, будьте друг к другу добрее и добрее к этому миру. Я обратила внимание, что в последнее время вообще непонятно, что творится с людьми. Ну, конечно, понятно, всему виною стресс, но все равно. Знаете, когда-то Ремарк сказал важные слова, что в темные времена особенно видно светлых людей. Так давайте же будем стараться все быть именно светлыми людьми. Сейчас зайдем с вами в один из одесских дворов, а дальше я вам расскажу то, что хотела рассказать. Сегодня мы побываем с вами в не совсем обычном дворе, а именно в сквозном дворе. И на самом деле это настоящая редкость для Одессы, потому что встречаются они не очень часто. Вы заходите во двор с одной улицы, потом проходите в еще один двор, потом еще один, и вы уже оказываетесь совершенно на другой улице. Видите, с двух сторон входа во двор стоят какие-то черные непонятные штуки. Все просто. Это колесоотбойные тумбы. Они сохранились здесь еще с тех времен. Это металлические старинные столбы, которые защищали стены от колес повозок, которые здесь когда-то проезжали много раз в день. Смотрите, вот дворик идет все глубже и глубже. Но если проходить в арку, то здесь вот такие вот трехэтажные дома. Во дворе картины есть. Считается, что это самый известный двор-сквозняк в Одессе, их так у нас называют. И думаю, все просто. Все, потому что здесь снимались когда-то очень известные фильмы. Да, Одесса — это киношный город, наверное, потому что наш город действительно прекрасен и уникален. Талантливые художники когда-то решили украсить этот двор такой замечательной картиной, можно сказать, одесского мира. Куда же в Одессе без евреев? Кстати, этот двор, этот дом, он занимает целый квартал. И буквально за пару минут вы из одной улицы попадаете совершенно в другую. Кстати, это здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения. И если вы уже решили сюда заглянуть, то, пожалуйста, с уважением относитесь к жильцам этого замечательного места. Все знают, какая сейчас сложилась ситуация в Одессе, и знаете, мы все на таком пике. Вот у меня такое чувство, что мы все вместе на грани всеобщего
общего нервного срыва. У людей появляется неоправданная агрессия, и все это потому, что мы находимся в стрессе. А в стрессе что организм? Организм пытается защищаться от всего, и от мира, и от каждого человека, наверное, поэтому это все выливается в проявление агрессии одного человека к другому. Я такого количества конфликтов не помню в городе вообще. То ли это я сейчас так попадаю, то ли действительно вот у всех нервы на пределе. Пару дней назад захожу в убежище, и садится одна женщина на свободный стул, да, и другая женщина заходит через минут 5 и начинает хамским тоном, говорит: а ну встаньте, это мой стул, я хочу здесь сесть, я не буду сидеть на другом, я буду сидеть именно на этом, потому что она решила, что это ее стул. Об этом, во-первых, можно нормально попросить встать, а во-вторых, нет собственности каждого в убежище, если стул предоставляет город, да, для того, чтобы мы сидели на нем во время тревоги. Поэтому в этой ситуации хамить — это точно не выход из положения. Конечно, это все раздулось в большой скандал. Вот. И каждый человек пытается выплеснуть свой негатив. В магазинах я все время попадаю на какие-то конфликты, причем вообще на пустом месте. Я тоже стояла в очереди уже на кассе, стоит сзади меня женщина. Я очень не люблю эту ерунду, когда кто-то стоит и тележкой тебе по 10 раз бьется в ноги. Говорю: аккуратно, культурно, извините, пожалуйста, вы меня цепляете. Можете немножко отойти, потому что я отхожу, и она все равно ближе ко мне приближается. Она как открыла рот на меня чуть ли не с матюками, что я ее там ущемляю, а она стоит и меня не трогает. Я уже лишний раз боюсь что-то кому-то сказать, потому что это все выливается в такой конфликт, что потом хочется просто убежать из этого места, чтобы еще из-за этого не нервничать. На дорогах водители, боже, я даже иду по улице, друг друга все матом кроют, кто не так повернул, кто не то что сделал. Все же не спят, все устают, да, кто-то что-то не то может сделать, но об этом можно нормально сказать, а не обзывать людей. Ну, конечно, есть исключения, иногда люди настолько неправы, но если это мелочи, то можно как бы нормально разговаривать с людьми. И вообще таких ситуаций скандальных в общественном транспорте практически каждый день. Ой, только успеваешь смотреть эти паблики. Все между собой ссорятся, все ругаются, все недовольные, в убежищах все между собой ссорятся. Я так на это все смотрю, дело так не пойдет. Мы, по-моему, в последнее время разучились вообще с уважением общаться друг с другом. И это, конечно, все печально. Вот скажу честно, мне кажется, что раньше так массово этого всего не было. Я не беру там месяц-два назад, и месяц-два назад такого не было, мне кажется. Но вот когда я была младше, как-то все были дружелюбнее друг к другу. И, не знаю, то ли мне так казалось, потому что я была маленькой, то ли так было действительно, потому что все жили лучше, не было войны. Вот сейчас у нас главная причина вот этого всего ужаса, что происходит, да, вот этих человеческих трагедий, это то, что война. Поэтому, конечно, все находятся в стрессе, кто-то теряет работу, кто-то теряет здоровье, кто-то теряет близких, имущество. Поэтому, понятное дело, все в переживаниях, мы все читаем новости, мы все боимся. Поэтому люди ведут себя вот в стрессе именно так. Но все равно хочется, конечно, чтобы как-то относились мы друг к другу с большим уважением, потому что если вот все пойдет по такой дороге, то как же нам тогда жить вместе всем в одном городе и на одних улицах? Но что важно, несмотря на тот весь негатив, который происходит, все равно остается очень большое количество светлых, добрых, прекрасных людей, которые стараются не только там для себя, для своих близких, но они помогают абсолютно чужим людям, они помогают животным, они делают добрые дела, они улыбаются, поддерживают друг друга. И вот как никогда в такое тяжелое время это подсвечивается, и хочется сказать большое спасибо таким замечательным людям, что вы есть. Благодаря вам мир действительно становится лучше. Я нашла, это ж подорожник, если я не ошибаюсь, правильно? Подорожник нашла. Краном его прикладывают, правильно? Народное средство.
И от кашля хорошо помогает, если в сиропе. По-моему, так. Жаль, нельзя приложить к душе. Может быть, и это тоже помогло. Уже ромашечка еще есть. Я помню, как мы в детстве собирали эту ромашку ведрами, мама сушила. Вот. Ну, сейчас уже это никто не делает. И вот вам моя рекомендация. Знаете, рекомендацион от Виктории. Значит, если у вас накопился негатив, не надо выливать его на других людей, потому что всем сейчас сложно. Значит, первое. Бегайте. Не можете бегать? Приседайте. Не можете приседать? Делайте зарядку. Не можете делать зарядку? Психологи рекомендуют просто петь. Начинайте петь. Дуже є в нас гарні українські пісні. Вчіть, співайте. Не знаєте українських? Співайте на якісь англійські, які у вас там є. Нам надо как-то вот это все пережить. Я вот скажу вам честно, по своему примеру, если мне не хватает времени на спорт какой-то, да, или там самочувствие не позволяет, я пою. Я знаю, що я далеко не народна артистка України, але співаю голосно. И когда мне плохо, когда я себя как-то, знаете, когда я нервная, я пою. Вот дома пою себе свои какие-то любимые песни, и вы знаете, мне становится легче. Не можете опять болит горло, слушайте музыку. И поверьте, вот реально становится легче. Нам как-то всем нужно пережить это сложное время, поэтому любые способы хороши. До встречи в следующем видео из Одессы. Всем пока-пока. Берегите себя и своих близких. Ну, еще раз повторюсь. Давайте будем добрее друг к другу.